У нас сегодня очень интересная тема для обсуждения. Это представление о США в России. Поводом для сегодняшней дискуссии стал опрос общественного мнения, исследование, которое было проведено Фондом «Общественное мнение», генеральный директор которого Александр Аслон сегодня с нами и представит результаты изысканий. В течение многих лет Фонд «Общественное мнение» проводит опросы. И одна из тем, которые мы отслеживаем, это представление россиян об Америке. Сегодня у нас очередной опрос произошел, и здесь очень коротко я попытаюсь представить основные результаты. Самое интересное – это, конечно, динамика, поэтому я начну прямо с 5-го слайда. Вот. Об отношениях России и США, который показывает, насколько сильно колеблются отношения России к Америке. Мы видим, что 2001 год, дружественное, так сказать, отношение США и России, 36% опрошенных. И это понятно, 2001 год, это после действия 11 сентября 2001 года, когда в России был резкий всплеск сочувствия к Америке, симпатий и сопереживания тому несчастью, которое произошло. Затем мы видим точку 2008 год, когда резко упало представление о том, что отношения России и США дружественные, и наоборот резко выросла доля тех, кто говорит, что недружественные. Видите, 67% на красной линии. Это, понятно, тоже фактор кризиса. Мировой кризис, который, как россияне, во многих опросах ясно, из многих опросов, россияне приписывали причины и, так сказать, вину за кризис, конечно, Америки, откуда, собственно, кризис и пришел. В 2011 году мы видим всплеск дружественного, так сказать, отношения, это перезагрузка. И затем это упало, постперезагрузка, 2012 год, и к тому же это год выборов, год очень бурных дискуссий, когда публично обсуждались многочисленные аспекты, в том числе отношений России и мира, России и США. И в то же время в 2012 году было множество событий, негативно сказавшихся на отношении россиян. И прежде всего это так называемый вопрос об усыновлении. Это, в этом вопросе эти все факторы сильно проявляются. Посмотрим на еще один график, где мы увидим, вот он, представление о роли США в мире. Здесь примерно та же динамика, но здесь мы видим еще дополнительное падение представлений о положительной роли США. 2003-2004 год – это война в Ираке, и этот же фактор повлиял на отношение россиян к США. Видите, 3 вопроса. Как вы относитесь к Америке, как вы оцениваете роль в мире, и как вы оцениваете отношения между США и Россией. Очень существенно эти колебания зависят от того, что же происходит в мире, какие события происходят. 2001 год, 2003 год, 2008 год, 2012 год. Явный фактор влияния на представление США. Но это не единственный фактор. Есть еще один фактор, очень важный. Это не то, что происходит в мире, где Америка действует, и Россия смотрит на то, что происходит, а то, что происходит в самой России, то, что происходит в российской душе, какая
какая обстановка в России и какое отношение россиян к самим себе. Самооценка, отношение к себе в России, самоуважение выше, ниже, ощущение стабильности, развития, силы, энергии и так далее очень существенно влияет на то, как россияне смотрят на окружающий мир. Если в 90-е годы, особенно в начале 90-х годов, для россиян Америка была недостижимым образцом, за которым куда нужно стремиться, где все хорошее там, не говорю только о материальном, но и, естественно, и одежда, и еда, и колбаса, и здравоохранение, и технические достижения. Это все там, в Америке. Это 90-е годы существовал не просто образ Америки, а мифологизированный образ Америки, которая была тогда для нас как далекая недостижимая планета. Первая, по большому счету, трещина в этих представлениях произошла в 1999 году как реакция на бомбардировки в Югославии. Уже тогда опросы показали, что что-то произошло в этом образе, что-то надломилось. Дальше динамику я показал, как это происходило в 2000-х годах, но если брать итог того, что представляют россияне об Америке в течение последних 12 лет, то есть 2000-е годы, вот на этом слайде очень хорошо видно, что за 12 лет, во-первых, нормализовалось, успокоилось представление россиян о самих себе. Вопрос: как вы считаете, большинство россиян относятся к Америке хорошо, плохо или безразлично? И если в 2001 году 32% считали, что большинство россиян относятся к Америке хорошо, то сейчас 21%. И безразлично было 26% и стало 40%. Ну, что касается представления о том, как американцы относятся к России, ситуация гораздо более стабильная. И, наконец, самое интересное – это представление о том, каково же американское общество. Если в 2001 году 46% россиян считали, что американское общество в целом справедливо, то сейчас 34%. И если 48% считало, что американское общество более справедливое, чем российское, то сейчас 30%. Это говорит, с одной стороны, конечно же, о переоценке, о более, что ли, трезвом понимании, о демифилогизации Америки в представлениях россиян, а с другой стороны, о повышении собственной оценки, о повышении этого уровня, как бы, я бы сказал, взрослости российского общественного мнения по отношению к самим себе. И поэтому этот как бы недостижимый образец, он стал ближе. То, что было недостижимо, стало ближе и достижимее. Мы из более слабых, более, так сказать, отстающих, мы сдвинулись, и эта дистанция сократилась. По существу этот фактор, внутренний фактор, не менее важен по сравнению с фактором того, что происходит в мире в плане событий. И вот переплетение двух этих факторов дает эту многомерную картину. И если, заканчивая, подытожить, то я бы сказал так, что этот процесс, колебательный процесс, вверх-вниз, лучше-хуже, он был, есть и будет. Но в этом процессе надо понимать, что важнейшим элементом является то, что происходит у нас. Чем
лучше то, что происходит в России, тем более трезвым, я бы сказал, более нормальным является отношение россиян к Америке. Вот это сочетание двух факторов, что россияне видят, как США исчезает в туманной дымке для них, да, значит, становится она все более безразличной и неизменяющейся, а с другой стороны, что мы не можем, так сказать, ждать от них чего-то хорошего, я бы выразил это знаменитыми словами российской песни, да, «Goodbye, Америка, о, страна, где не был никогда». Значит, это у нас автор Бутусов, да, совершенно верно. Значит, ну, большинство не было россиян в Америке, да, но вполне, мне кажется, могут присоединиться, сделать своим символом отношения к Америке вот эти вот слова российского поэта и певца. Значит, из этого также я сделал бы еще тот вывод о том, что россияне не имеют такой ярко выраженного требования к политическому руководству России, какую политику по отношению к США вести, и с этой точки зрения они доверяют внешнюю политику, вообще в частности в отношении США, российскому политическому руководству, что возлагает на него особую ответственность. Поэтому мне кажется, вот в этой сфере решений, несколько более субъективных, а не лежащих в плоскости общественного мнения, и будут лежать дальнейшие события, которые могут привести к улучшению или к ухудшению отношений. Поэтому мне кажется, что ближайшие события повернут Россию к улучшению отношений с США по нескольким причинам. Первое, ну, трудно представить куда хуже. Да? Второе, значит, мне кажется, нынешнее ухудшение имеет во многом субъективную тактическую природу, поскольку таких мощных как бы стратегических противоречий между Россией и США нет. Мы даже видим, что в последнее время смягчилось важнейшее противоречие – это постсоветское пространство. США несколько дистанцировались от постсоветского пространства. И, кстати, даже их тоже постоянно анонсируемый уход в Тихоокеанский регион тоже свидетельствует о том, что если будет уход в Тихоокеанский регион, то, соответственно, мало будет интереса к там, Украине, Грузии, другим каким-то точкам, которые были раздражением, где было реальное более-менее противоборство. Соединенные Штаты Америки по всем опросам, которые проводятся в глобальном масштабе, все последние десятилетия входят, ну, как минимум в пятерку стран с самым плохим имиджем, а иногда в двойку и в тройку. Ясно, лидирует Израиль всегда с большим отрывом. Россия то ниже, то выше Соединенных Штатов, но то, что у Соединенных Штатов низкий имидж, один из самых плохих в мире, это безусловно. От чего зависит отношение россиян к Соединенным Штатам Америки? Вот мой анализ показывает, что все-таки в решающей степени отношение России к Соединенным Штатам определяется американской внешнеполитической, а точнее военно-политической активностью. Но в то же время вот опрос показывает, что к Соединенным Штатам на сегодняшний день плохо относятся только 18% россиян. Я вам должен сказать, что это один из самых низких показателей в мире. То есть на самом деле антиамериканских сильных настроений в России нет. Сергей Александрович сказал, что трудно себе представить, чтобы отношения развивались в худшую сторону, потому что куда же хуже. Ну, как известно, пессимист говорит, что хуже быть не может, а оптимист считает, что может. Поэтому я, наверное, скорее оптимист.